Приветствую, друзья! Признаюсь, с продукцией бренда AudioSense я до сих пор еще не был знаком, однако много товарищей уверенно относят их чуть ли не к лучшим наушникам в своем ценовом сегменте. Сегодня я предлагаю исправить эту дотошную оплошность, подробно изучив их новую модель AudioSense DT300, выступающую в нише до $200. Собственно, поехали! Упаковка наушников сразу настраивает на весьма серьезный лад, строгий такой черный коробок со схематично изображенной моделью и логотипом установленных внутри излучателей Nose. На обратной стороне имеем подробные технические характеристики устройства, из которых выделим чувствительность 106 дБ на милливатт и импеданс в 11 Ом. Внутри находим небольшую такую, конечно же, инструкцию по эксплуатации довольно внушительных размеров, прозрачный кейс. В нем уже скрываются, непосредственно, конечно, сами наушники, щеточка для чистки, кабель с MMCX коннекторами и целых 4 набора амбушюр разного размера. Одни из них пенки, остальные выполнены из разного по тактильным ощущениям силикона. Поворчать могу разве что на размер такого-то гигантского кейса, очень уж он большой, и на MMCX коннекторы как класс. Через какое-то время у них частенько разбалтываются соединения. Насадки же, на мой взгляд, прекрасны, мне подошли они все. Пассивная звукоизоляция здесь тоже на высоте, да и сидят ушки в ухе очень удобно. Вот так вот, собственно, это все и выглядит. Кабель внешне приятный, практически не путается, с L-образным штекером и заушинами из довольно такой плотной термоусадки. Соединение с чашечками, как я уже упомянул, тут на MMCX коннекторах. Корпус полностью выполнен из какой-то прозрачной смолы, сквозь которую прекрасно видны все три заявленных излучателя Nose. Большой басовый 22955, среднечастотник 29689 и пищалка 395. От каждого драйвера к звуководу ведут отдельные такие акустические канальца. Сам звуковод небольшой, но с выступом для удержания амбушюр и, конечно же, защитной металлической сеточкой. На фейсплейтах здесь мы видим логотип компании и некоторую такую абстракцию в виде вкрапления золота. Возможно, производитель имел в виду золотую жилу в каких-то горных породах. По измерениям у нас чуть более продолжительный относительно нормы импульс, вполне допустимые расхождения между левым и правым каналом и довольно внушительные искажения, достигающие в пиках аж 5%. Это, конечно, не критично, но и далеко не рекорд. Фаза логично следует за частотной характеристикой, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 75 и 110 миллисекунд. На последнем графике внизу видны небольшие даже возмущения. Разнос по амбушюрам в плане измерений, как видите, совсем несущественный, а служит все совершенно иначе. Для подробного рассмотрения я выбрал зеленый график. Здесь низкие частоты имеют подъем на 10 дБ с хорошим таким заходом на середину, внушительную компенсационную яму и пик на 8 кГц. Для начала, думаю, стоит определиться с насадками, так как звучание в них имеет довольно серьезные отличия. Так, полностью черные силиконки весьма значительно ослабляют бас, отчего подача становится слишком уж яркой и резкой. Насадки же с синим и зеленым сердечником строят, вообще говоря, очень схожую картину звучания, но синие делают звук чуть более светлым и точным, а зеленый, наоборот, таким глубоким и интересным. В общем, это кто как любит. Я остановился на зеленых и иногда устанавливал синие насадки для контраста. В сравнении с TRN-X7 у последних звучание тоньше, с акцентом на верхах, отчего подача героев обзора кажется более насыщенной, прямо-таки жирной. У GS Audio SD3 звук еще более мясистый, но присутствует хорошее такое смягчение на средних и высоких частотах. А вот Vidix Diamond String и Yandex Aladdin с героями обзора звучат просто невероятно схоже. Только верха у них строятся, как у DT300, с синими насадками, а проработка середины как с зелеными. Эдакий получается гибрид. Хотя это и на самом деле так. Высокие у DT300 с синими насадками кажутся продолжительнее и прозрачнее, в то время как зеленые хорошо так режут в угоду общей массы. Со средними же частотами все строго до наоборот. Звук в синих амбушюрах более такой легковесный, с внушительным количеством воздуха, а в наушниках с зелеными насадками середина имеет правильную массу и куда более натуральное построение музыкального полотна. Так что для всяких тяжелых жанров, мужского вокала и среднечастотных акустических инструментов лучше всего использовать амбушюры с зеленым сердечником, а для эмбиента и другой атмосферной музыки, конечно же, с синим.
Говоря о источниках, герой обзора лучше выбирать что-то мелодичное и изначально плотное, дабы насытить нижнюю часть диапазона и подчеркнуть общую эмоциональную составляющую. После чего, уверен, ноги сами попросятся в пляс. С каким-нибудь же нейтральным источником наушники, наоборот, уйдут в скорость и высокую отработку материала. По стилистике же, на мой взгляд, тут просто раздолье. Модель прекрасно приспособлена как для какой-нибудь простой, так и для брутальной тяжелой музыки. Веса на средних частотах у нее вполне достаточно, отчего ритм гитары рычат очень зло и напористо. Да и верха не сильно акцентированы. То есть все недостатки сведения уйдут как бы на второй план, не мешая вам наслаждаться любимой музыкой. Если же возникает желание познать всю прелесть высоких частот, просто установите силиконки с синим сердечником, и доза радости вам обеспечена. Отлично себя показали DT300 также и на быстрой электронике, классическом роке, этнической музыке, даже мультиинструментальном джазе. Впрочем, всякие оркестровые этюды даются ушкам тоже весьма неплохо. Тембры не наползают друг на друга, а в звуке всегда достаточно воздуха, чтобы грамотно обрисовать расстановку инструментов, в том числе и в глубину. Единственное, саб-составляющий тут практически не ощущается. Зато сам бас объемный, по арматурному быстрый, прозрачный, хлесткий. Серединка довольно интимная, с хорошей массой и глубиной и уровнем тембральной проработки. При этом нельзя не отметить и высокий контроль, и четкую прорисовку границ каждого из имеющихся инструментов. Да и за высокие модель можно исключительно хвалить. Акустические струны и перкуссия даются ушкам просто чудесно. Им, конечно, не хватает телесности и протяженности, но в целом получилось очень естественно. Общее же восприятие звука тут сбалансированное и тембрально богатое, при этом в нем почти не узнается тот самый арматурный почерк, настолько все слаженно и ровно звучит. В сухом остатке мне в звуке DT300 понравилось буквально все. Прекрасный уровень детализации, собранность подачи, насыщенность, разделение тембров, приятные такие открытые верха, мелодичность и четкая такая правильно сформулированная музыкальная палитра. Из минусов, как я уже сказал, хочется более ощутимого саббаса, но этого от арматурного драйвера добиться просто крайне сложно. Ну и нельзя не отметить отсутствие рези, грязи или песка на верхах. Данный вопрос грамотно решили при помощи настройки АЧХ. Весьма достойные наушники, особенно под всякие скоростные сложные жанры, требующие максимального контроля, точности и разделения инструментов. При этом и на откровенно каких-то простых стилях ушки далеко не пасует. Вокал под гитару звучит просто завораживающе. И в этом, без сомнения, есть их своя неповторимая фишка. По мне же, чем сложнее музыка, тем больше у DT300 возможности показать класс. Итогом, внутриканальные трехдрайверные арматурные наушники AudioSense DT300 лично меня порадовали своей очень удобной посадкой, достаточно таким богатым комплектом и весьма грамотным тюнингом. В плане прорисовки текстур, насыщенности, проработки тембров и качества построения этих самых верхних частот ушки просто огонь. Не без нюансов, конечно, но для всяких тяжелых скоростных жанров и рипов с аналоговых носителей эта модель восхитительна. На старом роке я в них буквально залип, а как они передают акустический джаз, вообще мечта. Очень серьезная, на мой взгляд, модель, реально отрабатывают каждую вложенную в нее копейку. Вот такие они интересные и реально классные AudioSense DT300. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.